Всем привет! Рад снова видеть вас на очередном выпуске рубрики «Взгляд под капот». Вы проголосовали за Albany Emperor. Извольте, все готово. На канале уже есть тесты Albany Emperor. Для тех, кто их еще не смотрел, короткая справка. Машина относится к классу седан, не имеет тюнингованной версии и таймингов спавна. Однако есть ржавая версия машины. Обычно Emperor следует искать в Вайнвуде, Рокфорд Хиллз, Ламиссо. Ржавый обитает в Сэнди Шорс, однако может встречаться и в местах спавна обычного варианта машины. В этом видео рассмотрим оба варианта Albany Emperor. Приступаем к осмотру и начнем с обычного варианта машины. На капоте нас встречает надпись Emperor. На бортах никаких надписей не видно. На багажнике только надпись Albany. Задние колеса оснащены дисковыми тормозами. Учитесь, товарищи с АвтоВАЗа. И это 70-е годы прошлого века. А вы в 2021 году на свои машины барабанные тормоза ставите. Позор. Передние тормоза тоже дисковые. Больше ничего интересного осмотр не выявил. Переходим к ржавой версии машины. Даже надписи Emperor на капоте нет. Сурова жизнь машины в Сэнди Шорс. Надпись Albany на багажнике также отсутствует. Задние тормоза дисковые. Передние тормоза тоже дисковые. Посмотрим, какой привод у машин. Обычно Emperor имеет задний привод, значит, двигатель должен располагаться продольно. Ржавый Emperor оригинальничать не стал. Тоже задний привод. Расположение мотора и у него должно быть продольное. С этим разобрались. Переходим к теории. У Albany Emperor было несколько вдохновителей из реально существующих машин. Внешне он наиболее схож с Cadillac DeVille 1978-79 годов. Это так называемые Кадиллаки пятого поколения. На эти машины штатно устанавливался V-образный восьмицилиндровый инжекторный двигатель. Рабочий объем 350 кубических дюймов, 16 клапанов. Прямо сказать, не самый мощный двигатель. Располагался продольно. Давайте взглянем, что нам предложат в связи с этим Rockstar. Начинаем с обычного Emperor. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Так, спокойно, злобно, и не надо хвататься за клюшку для гольфа. Начнем с хороших новостей. Двигатель расположен продольно. Это соответствует заднему приводу. За это лайк. Да, двигатель V-образный, если взглянуть с боку, видны по 4 отверстия в блоке цилиндров с каждой стороны. В сумме получаем 8 цилиндров. Тоже сходится, тоже лайк. А вот теперь то, с чего у меня бомбануло. Рокки, а где все остальное? Где впускной и выпускной коллектор? Я понимаю, что сложно ожидать высокой детализации и реализма в похожей на GTA игре. Все же не автосимулятор. Но даже у Bravado Buffalo вы хоть бросили внутрь трубы выпуска и выпуска, пусть и не прикрепленные к самому двигателю. Вам настолько было плевать на Albany Emperor? Открываем капот и видим просто стоящий на раме двигатель, с дырками на месте коллекторов. Дизлайк, жирнющий. Фу, быть такими лентяями, Rockstar. Ладно, что-то разгорячился. Может, у ржавого Emperor ситуация лучше. Давайте посмотрим. Надежда умирает последней, и она только что умерла в конвульсиях. Все то же самое. Плохо, очень плохо. Вот только не надо так же делать с машинами из грядущего обновления. Ладно, Rockstar. Занавес. Как мне теперь это разглядеть? Стоящий под капотом полуразобранный двигатель. Я не прошу проводки, трубочек,
хомутов, бачков под жидкости и прочей мелочевки. Но коллекторы, Карл, они быть под капотом просто обязаны. Прошу прощения за мое эмоциональное поведение. Я очень люблю тачки в GTA 5 Online. И такое откровенно халтурное отношение к ним меня, мягко говоря, огорчает. Думал, в принципе, так сойдет. Должен бы себя на Западе давно изжить. Оказывается, не изжил, печально. Ладно, я пойду, вымещу накопившееся подгорание на мистере Рубе. А вам желаю хороших выходных. Скоро будет видео с тестами от N. Надеюсь, она вам настроение поднимет. Ждем обновления, народ. И не вешаем нос. Все, всем пока.